Австро-Венгрия. Эта империя являлась одним из самых парадоксальных государств на земном шаре к началу 20 века. Некогда великая держава, стоявшая у истоков европейского порядка после Венского конгресса 1615 года, Габсбургская монархия теперь находилась в глубоком застое, не справляясь с ростом национального самосознания и сепаратистскими настроениями ее многочисленных народов. Корень всех проблем скрывался в самой сути дуалистической монархии, появившейся после поражения Вены в Австро-Прусской войне 1666 года и давления свободолюбивых венгерских элит, которые угрожали повторением попытки обрести независимость, как это уже однажды произошло во время европейских революций 1748 года. Опасаясь гибели государства, Вена пошла на уступки, более известные в истории как компромисс 1867 года, или по-немецки «Ausgleich». Страна была разделена на земли австрийской и венгерской короны, известные также как Цислейтания и Транслейтания, названные в честь реки Лейта, которая разделяла Австрию от Венгрии. Хотя формально это была одна страна с единым монархом и валютой, а также общими министерствами иностранных дел, войны и финансов, в остальном империя была разделена на две части, каждая со своим отдельным парламентом, министерствами и законодательством. Даже армии в стране было две – императорская и королевская соответственно, а обычный житель империи мог иметь либо венгерское, либо австрийское подданство, но не оба одновременно. Именно эта, по сути, конфедеративная природа Австро-Венгрии стала причиной многочисленных для нее проблем. Но возможно ли было спасти империю от гибели в канун Первой мировой войны? Один из возможных вариантов стал достоянием австрийской общественности в начале 20 века и предлагал кардинальное переустройство страны в полноценную федерацию с уравнением прав всех ее народов. Этот амбициозный проект, имевший поддержку даже самого наследника трона Франца Фердинанда, войдет в историю под названием «Соединенные Штаты Великой Австрии». Что представляли из себя две половинки Габсбургской монархии? Транслейтания, охватывающая все земли, принадлежащие некогда средневековой Венгрии, отличалась крайней централизацией власти в руках королевского правительства в Будапеште. Все автономные органы власти, существовавшие до Аусгляйха 1867 года, были распущены, а сама Венгрия взяла курс на полномасштабную мадьяризацию всего населения, где венгерское меньшинство правило над словаками, закарпатскими русинами, трансильванскими румынами, сербами Воеводины и хорватами. Правительство Транслейтании преследовало введение венгерского языка в качестве официальной в администрации, судах и армии, поощрение образования всех уровней на венгерском языке и подавление прав национальных меньшинств учиться в школах, колледжах и университетах с правом преподавания на родном языке. Помимо этого, Будапешт также поощрял смешанные браки между венграми и представителями других национальностей с целью ассимиляции невенгерского населения. Правительство Транслейтании также внедрило отказ от графы «национальность» в официальных переписях населения в пользу графы «родной язык» с целью вздуть процент венгров через смешанные семьи по отношению к остальным национальным меньшинствам. Будапешт продвигал мадьяризацию названий всех городов страны и даже имен всех румынских и словацких подданных, а также стимулировала среди недовольной части невенгерского населения идею эмиграции из страны для того же искусственного повышения процента венгров по отношению к другим национальным меньшинствам. Все это привело к определенным успехам в мадьяризации городской среды, но не сельской местности, где проживала основная масса румын, словаков, сербов и хорватов. Дискриминация прочих национальностей продолжалась и на политическом уровне. В 1906 году из 18 миллионов жителей всей Транслейтании только чуть более 6% имели право голосования, из которых большинство составляли этнические венгры, а вслед за ними на втором месте были немцы. Электоральная система Венгрии умело избегала представительства интересов других национальностей, пропорциональные их общему реальному количеству на территории Транслейтании. Это, в свою очередь, приводило к росту критики дуалистической монархии и пробуждению сепаратистских настроений среди румын и славян.
В австрийской половине империи подход к политике меньшинств был более либеральным, чем у венгров, но и у Вены были свои собственные грехи, накопленные за многие годы. Цислеитания, в отличие от Транслеитании, позволяла некоторый уровень децентрализации власти в пользу провинций, располагавшие своими собственными собраниями или ландтагами, а также имевших своих представителей в имперском парламенте в Вене. Однако дьявол кроется в деталях, а точнее в административных единицах Цислеитании. Они соответствовали старым королевским и герцогским титулам династии Габсбургов, не отображая подлинно национальные интересы подчиненных им народов. Например, чехи были разделены между Богемией, Моравией и Австрийской Силезией и не могли вместе отстаивать свои интересы перед Веной. Более того, предложение о воссоздании королевства Богемии на основе тех же исторических прав, что были и у венгров во время Аусгляйха 1867 года, были решительно отвергнуты австрийскими властями, опасавшихся распространения таких же настроений в Хорватии и очередного кризиса в отношениях с Венгрией. В других же случаях сталкивались лбами интересы двух народов, как это было в случае с Галицией и Лодомерией, где польские партии и землевладельцы господствовали в Кракове и Львове ценой подавления интересов украинского населения. С ростом национального самосознания и политической деятельности последних, арбитрами в польско-украинских схватках становились представители Вены. Такая тактика позволяла избежать прямой оппозиции австрийской политике, но лишь поощряла в долгосрочной перспективе межнациональную рознь и внутренние конфликты в Цислеитании. Таким образом, проблемы дуализма угрожали самому существованию империи, но никаких решительных мер никто не предпринимал, так как существующая система была выстроена на балансировании интересов Вены и Будапешта с целью избежать нового раскола, как в 1848 году. И зачем что-либо менять, раз сам баланс жил уже не одно десятилетие подряд? Ведь это так просто жить по старым лекалам, не меняя ничего, не подвергая никакому риску свой сегодняшний комфорт. Пусть это и обрекает будущее миллионов людей на тяжелые испытания, ненависть и боль. Однако и это чувство жить в застое можно легко понять. Стоит только вспомнить о позднесоветских временах и их последствиях для народов бывшего СССР. Сама дуалистическая монархия и ее система все еще работала благодаря той самой силе инерции в среде сторонников австро-венгерского компромисса, чьим символом являлся сам император Франц Йосиф. Его значение для многих поколений подданных Австро-Венгрии можно сравнить разве что с ролью Елизаветы II в истории современной Великобритании. Оба монарха правили беспрецедентно долгий период времени, в течение которого их страны прошли через многочисленные взлеты и падения, единения и расколы. Но всегда общей константой в эти времена являлись именно эти царственные особы, при правлении которых традиционно откладывался вопрос о будущем страны после их смерти. Крайне забавно в этой параллели является то, что наследники Франца Йосифа и Елизаветы II имеют одно и то же имя. Интересно, повторит ли Великобритания судьбу Австро-Венгрии? Все вышесказанное не означает, что дебатов о необходимости переустроить Габсбургскую монархию совершенно не было. Один из наиболее значимых проектов спасения империи от коллапса принадлежал румынскому политику Аурелу Константину Поповичу. Уроженец Трансильвании, он получил свое школьное образование в родном крае, а затем сумел даже поступить на факультет медицины в Венском университете. Однако при этом не сумеет завершить здесь свою докторскую диссертацию по политическим причинам. Дело в том, что многие румынские студенты той поры активно участвовали в общей борьбе румынского национального движения против дискриминации со стороны венгерских властей. В частности, Попович координировал публикацию крупной работы о проблеме статуса румын в Венгрии и Трансильвании, где в жесткой и категоричной форме критиковалась политика Будапешта и особенно попытки мадиаризации румыноговорящего населения. В ответ на это венгерские власти арестуют Поповича в 1893 году, предъявив обвинения в провоцировании ненависти против мадьяр, оскорбления властей, агитации к беспорядку и так далее. В итоге суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно при выплате 5000 флорин на месте. Выполнив в день приговора это самое условие, Попович вместе с семьей тайно сбежали в Румынию.
начав тем самым свое очень долгое изгнание. 16 лет спустя в Лейпциге под авторством Аурела Поповича будет напечатана на немецком языке его самая крупная теоретическая работа под названием «Соединенные Штаты Великой Австрии», в которой он предлагал свой вариант реформирования закостеневшей империи. Сама книга разделена на две части. В первой из них автор представляет основные проблемы политической жизни Австро-Венгрии и их истоки. Виноватые в текущем положении дела и проблеме национальности в империи были, по мнению Поповича, сами венгры и их неограниченный национализм, в котором Попович видел криптосторонников Лаеша Кошута, лидера венгерской революции 1848 года. Вторыми виновниками, по мнению автора, были австрийские либералы, которые потакали венграм и сохраняли систему дуализма в Австро-Венгрии, а также еврейские газеты. Здесь речь идет не только о антисемитских настроениях, которые были свойственны Восточной Европе в начале 20 века, но также и о специфике взаимоотношений между еврейскими общинами и правящими властями в Будапеште. Дело в том, что на территории Венгрии во второй половине 19 века евреи исторически активно пытались интегрироваться в венгерское общество. То есть они изучали мадьярский язык, а также меняли свои имена и брали имена для своих детей на венгерский лад. Можно вспомнить тот же пример Белы Куна, который станет лидером Венгерской Советской Республики в 1919 году. Его имя является типичным венгерским именем для той поры, хотя сам он был родом из еврейской семьи, а саму фамилию Кун мадьяризирует позднее уже в сознательном возрасте. И этот тренд на мадьяризацию евреев был типичен не только в начале 20 века, но и до этого. Поэтому такая поддержка со стороны еврейской общины политики мадьяризации в Транслейтании привела к росту антисемитских настроений среди других национальных меньшинств, в том числе и у самого Поповича. В результате недальновидной политики венгерских националистов и австрийских либералов каждое национальное меньшинство и представляющая их политическая партия преследовала свои собственные цели, не располагая никакой программой правления всей империей. Все проблемы страны были порождены дуализмом, по мнению Поповича, которая была лишь разновидностью конфедерации, обреченная на распад. Это влекло за собой очень крупные внешнеполитические риски. Попович считал, что именно Россия являлась самой страшной угрозой для существования Австро-Венгрии, имея возможность сильно влиять на подчиненные Габсбургам славянские народы благодаря дискриминационному господству немцев и мадьяр. Стремясь довести до конца план покорения Константинополя и Черноморских проливов против воли Вены, Петербург прекрасно осознавал, что война против турков на Балканах не могла пройти без возможного удара с тыла Австро-Венгрии. Из этого Попович делал вывод, что путь к решению восточного вопроса лежал через крах империи Габсбургов. Именно поэтому румынский политик был категорически против панславизма и планов по реформированию дуалистической монархии в триалистическую с приглашением южных славян в союз Австрии и Венгрии, полагая, что они станут проводниками прорусской политики и приведут в итоге к развалу империи. Благодаря тому, что Россия потерпела поражение в русско-японской войне 1904-1905 годов, Австрия имела всего несколько лет на то, чтобы безмятежно провести кардинальные реформы по восстановлению своего единства. Иначе, по мнению автора, потенциальная война в ближайшие 10-20 лет грозила полностью уничтожить Австро-Венгрию. Помимо этого, дуализм активно поддерживался Германией, которая видела в ней инструмент борьбы против панславизма и роста влияния России в Юго-Восточной Европе, усугубляя тем самым лишь еще более кризис дунайской монархии и сепаратизм среди подчиненных ей народов. Как же все-таки спасти Австро-Венгерскую империю от краха? Попович предлагал создание территориальных автономий для всех народов с целью покончить с межнациональной враждой. Все эти новые регионы стали бы составной частью Соединенных Штатов Великой Австрии с сильной федеральной властью, вдохновленной успешным примером Соединенных Штатов Америки. Таким образом, страна была бы поделена на 15 отдельных штатов. Австрийцы сохранили бы свое господство в немецкой Австрии, Богемии и Моравии. Последние два региона включали в себя все немецкоязычные зоны Северных Судетов. Сами же чехи получили бы свою автономию в Богемии,
в то время как словаки имели бы свой отдельный штат. Галиция Лодомерия была бы разделена на западную польскую и восточную украинскую часть. В состав Восточной Галиции вошли бы также все украиноязычные регионы в Буковине и Закарпатье. Сами же венгры сохранили бы все свои широкие национальные права только в рамках усеченной Венгрии, а также в Сикейских землях. Вся остальная Трансильвания и Буковина составили бы отдельную румынскую автономию, а Банат был бы поделен пополам с сербами из Воеводины. Хорватия радовалась бы теми же равными правами, что и Славянская Крайна, а итальянцы получили бы право на отдельные автономии в Тироле и Триесте. Вишенкой на этом федералистском торте стало бы создание ряда анклавов внутри каждого из штатов с особым статусом. В основном это были бы регионы, заселенные компактно немцами. Но в эту же категорию также вошли бы Прага, Будапешт и Львов вместе с их пригородами. Все эти территории имели бы своих представителей в парламенте каждого штата. Евреи также могли бы получить национальную автономию, но, к сожалению, Попович не дал больше деталей на этот счет, что как бы намекает, насколько серьезное в итоге было это последнее предложение автора. Таким образом, каждый штат был бы национально однородным, по мнению Аурела Поповича, и не провоцировал бы новые межнациональные конфликты. Ну, кроме раскромсанной Венгрии, разумеется. Но, в конце концов, финальной целью было сделать Австрию вновь великой, а не Венгрию. Österreich. Но что объединило бы этот союз различных национальных автономий и анклавов? Румынский публицист предлагал принятие новой конституции, вдохновляясь примерами США, Швейцарии и даже Германской империи. Согласно этому проекту, имперские власти, они же федеральные, сохраняли за собой вопросы дипломатии, внешней торговли, армии и флота, изменения и дополнения общего законодательства, валютной и федеральной бюджетной политики, а также отвечали за администрацию Боснии и Герцеговины, так как эти земли еще не были официально аннексированы Австро-Венгрией на момент издания книги. Во главе правительства США стояли бы канцлер, назначенный лично императором, а также 42 представителя всех национальных штатов. Законодательная власть была бы в руках двукамерного парламента и самого императора с правом предлагать собственные законопроекты. Палата депутатов избиралась бы согласно общему и тайному голосованию. Постоянное сенаторство предоставлялось членам династии Габсбургов, архиепископам и епископам, университетским ректорам, главам Академии наук, торговых и ремесленных палат из столицы каждого штата, а также по личному указу самого императора. Остальных же сенаторов избирали бы в каждом штате сроком на 5 лет. Император в США играл бы схожую роль с президентом США. Будучи главнокомандующим армией страны, он имел право решать вопросы войны и мира, согласия правительства, предоставлять интересы страны за рубежом, созывать и распускать парламент. Судебная власть в США была бы в руках имперского трибунала, который должен был выносить финальное решение в тяжбах между имперскими властями и национальными штатами, между самими штатами, между гражданами и корпорациями империи, предоставлять вердикты по делам о государственной измене, оскорблении правящей династии или официальных органов власти, ну и так далее. Все штаты должны были стать частью общего таможенного союза. Каждый штат имел бы свое правительство, парламент и Верховный суд, а также свою конституцию, принятую при этом с согласия имперского центра. Во главе правительства назначался бы имперский губернатор указом самого монарха. При этом он должен был быть обязательно гражданином соответствующего штата. Губернатор выбирал в свою очередь членов своего правительства. Каждый штат был вправе выбрать официальный язык для местной администрации. Но общим языком для всех США стал бы, впрочем, немецкий, так как органы центральной власти находились бы в столице Австрии, Вене. Также только немецкий язык был бы использован согласно этому проекту в сухопутных и морских силах страны. Ну и, наконец, все граждане США должны были обладать общим австрийским гражданством. Никаких более курьезов, когда жители одной империи имели два разных подданства.
Для кого предназначалась книга Аурела Поповича, опубликованная в Лейпциге в 1906 году? В отдельной дискуссии со своим соратником и одним из лидеров румынской национальной партии в Трансильвании Александру Вайда-Воевод, автор проекта Соединенных Штатов Великой Австрии рассказал следующее. «Вся моя надежда, согласно имеющимся у меня данным, это то, что Франц Фердинанд является единственным человеком, не только осознающим положение монархии, но также понимающий свой долг и миссию попытаться спасти ее. У меня точная информация. Старый негодяй, этот ограниченный эгоист со своим дуализмом угробит монархию». Действительно, наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд высказывался и ранее о намерениях переустроить Австро-Венгрию в будущем, выступая за отмену дуализма, усиление централизации с предоставлением автономии народа. Если мы хотим, чтобы центральная власть охватила и объединила все стороны в желаемую ей массу, нужно, чтобы они были как можно меньше. Для этой цели я разделю Венгрию на 4 части, Богемию на 2. И из всех остальных стран создам столько частей, сколько будет нужно. Каждая часть, получив неограниченную автономию по управлению своих внутренних дел, должна будет в вопросах, касающихся внешних связей и армии, подчиниться, как и центральная администрация, общему правительству, чьим официальным языком был бы немецкий исключительно. К 1905 году наследник трона симпатизировал идее реорганизации Австро-Венгрии в федерацию всех составляющих его народов, в связи с чем Попович и занялся публикацией своей книги с целью предоставить ее на знакомление Францу Фердинанду. Для этого он специально переехал в Вену и с помощью того же самого знакомого Вайды-Воевода достиг своей миссии, вступив в так называемый Бельведерский круг, названный в честь главной резиденции эрцгерцога. В ряду сторонников плана федерализации по сценарию Великой Австрии входили также члены Христианской социальной партии консервативного толка во главе с Карлом Люгером, австрийские военные во главе с начальником генштаба Австро-Венгрии Конрадом фон Хёцендорфом, а также часть умеренных политиков из различных национальных партий по всей империи, рассчитывавшие улучшить положение своих народов через принятие определенных реформ. Попович станет даже позднее автором манифеста Франца Фердинанда к народам империи, составленный в 1910 году по причине опасной болезни самого императора. Однако Франц Иосиф отказывался умирать, и вопрос будущего империи вновь был отложен. Несмотря на определенную поддержку в рядах австрийских элит, план по созданию Великой Австрии так и не был в итоге воплощен в жизнь. Причин на это было ровно 3. Во-первых, сторонники США ждали момента смерти Франца Иосифа и коронации Франца Фердинанда, не ожидая, что тот умрет раньше долговечного монарха. Во-вторых, серьезные опасения насчет венгерской оппозиции, располагавшей собственными военными силами и способной пойти на гражданскую войну ради сохранения дуализма или, что было более вероятно, ради обретения независимости. В таком сценарии внешнеполитические последствия войны Австрии против Венгрии были бы непредсказуемы. Наконец, нерешительная позиция самого Франца Фердинанда, который все время колебался между сценарием федерализации, принятием триализма или возвращению к централизации империи с опорой на армию. Все это не позволяло сторонникам Великой Австрии вести последовательную стратегию против своих оппонентов, и они оказались в итоге сметены последующими событиями. В 1910 году умрет лидер христианских социалистов Карл Люгер, а сама партия сдаст первенство в парламенте социал-демократам с их альтернативным планом реформы империи. Затем 28 июня 1914 года Франц Фердинанд и его супруга будут убиты в Сараево, лишив федералистов их главную надежду на успех. Приближенный убитого генерал фон Хёцендорф сыграет ключевую роль в объявлении войны Сербии, тем самым став архитектором гибели Австро-Венгрии в пучине Первой мировой войны. Наконец, лишенный союзников и поддержки, Аурел Попович покинет Австрию после вступления Румынии в войну на стороне Антанты в 1916 году и умрет в Женеве 9 февраля 1917 года, унеся с собой в небытие свой план спасения Австро-Венгерской империи.
История неосуществившихся Соединенных Штатов Великой Австрии является важным уроком для будущих поколений. Он показывает, что, несмотря на самые смелые планы и намерения, небольшая группа единомышленников, сколь влиятельной она бы ни была, не может отменить долгосрочные исторические процессы. Ничто в мире не вечно, и империи в том числе. Вместо того, чтобы пытаться спасти былые времена, иногда, может быть, лучше смириться с течением событий и найти в чем-то финале возможность открыть новую главу для себя и своих окружающих.